Приветствую всех зрителей этого канала. В этом обучающем видео я хотел рассмотреть симулятор лодка-мотор-винт, который позволяет решать некоторые важные задачи, такие как подбор оптимального винта, подбор оптимального режима движения лодки. Но для начала хотел бы рассмотреть общие настройки симулятора. Собственно, их немного. Это вот в меню графики настройки. Мы видим такой диалог. Здесь можно изменить все цвета, то есть цветовую схему выбрать подходящую. И все цвета каждой схемы могут быть изменены здесь. Второй элемент – это толщина линий, которая отображается на графиках. Ее тоже можно изменить. Язык. Симулятор двуязычный, два языка имеет, и для того, чтобы перейти на другой язык, нужно выбрать здесь и перезапустить симулятор. Единицы скорости, которые будут отображаться на графиках. Здесь 3 единицы: километры, мили и узлы. Ну и размер экранного шрифта – это тот шрифт, который мы видим собственно, на экране здесь. Вот все настройки. Значит, то, что касается справки, то справка доступна здесь, вот в меню «Справка. Помощь». Ну и во многих диалогах, почти во всех диалогах есть кнопочка с вопросом. Значит, если ее нажать, то появляется справка по симулятору. Предлагаю начать с самой востребованной задачи. Это расчет скорости и оборотов для произвольного комплекта лодка-мотор-винт. Для того, чтобы начать расчет, следует создать проект. Это меню «Проект», «Создать». Элементами проекта являются корпус, мотор и винт, поэтому их придется выбрать. Ну, давайте возьмем для примера корпус БРИЗ-17. БРИЗ-17. Вот из этого списка. Здесь в списке есть показаны все лодки, все корпуса, имеющиеся в базе данных этого приложения. Выбрать. Мотор пусть будет у нас, точно так же выбрать, Suzuki DF90. Suzuki DF90. Здесь в списке есть два мотора Suzuki DF90. Они отличаются числом максимальных оборотов. Видимо, это разные года выпуска. Ну, допустим, мы берем тот, у которого максимальные обороты 5300, 6300. Во-первых, мы тут видим кратко информацию о выбранном моторе. В графике вот здесь мы видим схему, кинематическую схему этого мотора, в которой показан шарнир, который находится в начале координат, вокруг которого мотор имеет возможность откидываться, антикавитационную плиту, диск винта и ось гребного вала, которая совпадает с вектором тяги гребного винта. Кнопка «Сменить вид» позволяет изменять вид. Например, с вершины оси Y мы смотрим, оси X или оси Z сверху, или изометрический вид. Ну и так далее. Можно поворачивать, как хотите, вокруг осей Z, Y и X, выбирать угол, ну и так далее. Значит, эти элементы управления видом, они есть
практически во всех во всех диалогах, где есть необходимость показать чертеж, схему. Вот, мы выбрали мотор и выходим. И теперь мы выбираем винт. Винт «Добавить». Значит, открывается диалог. В этом диалоге слева мы видим список всех винтов, которые есть в базе данных. Здесь порядка 3000 винтов. И выбирать из них, конечно, можно, но быстрее пользоваться фильтром, который есть справа здесь. Значит, все винты, они разбиты по сериям. А серии, они значит, имена серии соответствуют производителям этих винтов. А серии также определяются числом винтов. Например, 4-лопастные и 5-лопастные есть. Материалом. Есть алюминиевые винты и винты из нержавеющей стали. Ну и так далее. Значит, если есть только имя производителя и больше никаких деталей, то это 3-лопастной алюминиевый винт по умолчанию. Значит, нам нужен винт, допустим, Solos. Алюминиевый 3-лопастной винт. Вот он здесь. Значит, 4-лопастной уже будет 4 blade и так далее. Нержавеющий Solos Stainless. Нержавеющий 4-лопастной Stainless 4 blade и так далее. Коаксиальный винт Solos Coax. Собственно, и все. Значит, мы выбрали 3-лопастные алюминиевые винты. Нажимаем кнопку «Применить». И видим эти винты слева теперь вместо всех. Более того, можно, значит, фильтрацию произвести по числу лопастей, по материалу и по мощности мотора. Значит, если вы попадете в диапазон мощностей, рекомендованных для этого винта, то, значит, эти винты будут отображаться здесь. Ну, значит, мы открыли Solos 3-лопастный алюминиевый. Нам нужен винт 13,7/8, диаметр 13,7/8 и шаг 21. Ищем 13. Значит, мы не видим винта 13,7/8, но мы видим винт 13,875. Значит, если 7/8 7 разделить на 8, то это будет 0,875, то есть это вот этот винт. Почему выбрана такая форма, вот такой формат отображения десятичный, а не дробный 7/8? Это потому, что производитель у себя в каталоге вот таким образом этот винт показал, то есть точка 875. Я этот формат перенес сюда, 1 к 1, как бы, и так что придется, если у вас есть другой формат, то это иметь в виду и переводить самостоятельно с тем, чтобы определить нужный винт. Выбираем этот винт, для этого мы кликаем в эту надпись, собственно. Можно выбрать несколько винтов, это я заранее скажу, просто нам сейчас нужен только один. И нажимаем кнопочку «Добавить». И видим, что теперь у нас есть корпус, мотор и винт. То есть все элементы проекта выбраны, и дальше можно производить расчет. Итак, нас интересует скорость и обороты. Значит, комбинация скорости оборотов, для краткости, здесь называется рабочей точкой. Значит, мы фактически должны произвести расчет рабочей точки. Выбираем этот пункт, и сначала открывается диалог «Привод движителя». В этом диалоге можно сделать следующее. Это выбрать число моторов, значит, 1 и более. И для каждого из выбранных моторов ввести все остальные параметры. Значит, это координаты шарнира. Шарнир – это, еще раз повторяю, это точка, вокруг которой происходит откидка мотора.
Координаты шарнира это x, то есть по оси x. Насколько далеко от транса может быть шарнир. Его приходится, как бы по умолчанию он всегда находится на трансе. Но в случае, если у вас есть выносной транец, то придется ввести сюда величину относа шарнира от транса со знаком минус. Y равно нулю в случае одного мотора. Если у вас два мотора, то придется ввести и половину расстояния между моторами, скажем так, сюда. Ну и так далее. И Z – это высота шарнира относительно киля, то есть относительно оси X, точнее говоря. И ось X, она по умолчанию совпадает с килем, поскольку это система координат корпуса. Таким образом, можно, меняя с помощью этого спин-баттона Z, менять высоту мотора относительно киля. Размеры привода. Вы должны ввести расстояние винта от шарнира, то есть учесть длину ноги. Это будет L, S, L или XL. По умолчанию всегда стоит самая короткая нога. Следующий параметр – это антикавитационная пластина. Здесь площадь антикавитационной пластины. Если она вам точно известна, вы можете ввести свое значение. Ну а тут стоит значение по умолчанию. Ну и есть поле расстояния до начала координат, то есть расстояние антикавитационной плиты до начала координат, то есть пересечение транса и киля. Вы не можете непосредственно здесь менять это расстояние, вы должны изменить высоту шарнира, чтобы оно менялось. Вот я, видите, шарнир поднимаю, у меня меняется расстояние до начала координат. При этом минус соответствует тому, что плита находится ниже начала координат, а плюс выше. Для того, чтобы было удобнее, так сказать, контролировать эти размеры, можно сменить вид. То есть сейчас у вас по умолчанию вид изометрический, а можно взять вид Y, и тогда это будет видно лучше. Можно увеличить, соответственно, уменьшить и так далее. Выбрать сетку, если надо. Ну и вот сейчас мы видим, что плита находится ниже начала координат. И последний параметр, который здесь можно установить, это угол между валом и килем. Это то, что в просторечии называется трим, то есть угол откидки мотора. Вот мы берем минус 3 градуса. Этот угол должен быть отрицательный чаще всего, если мотор отжат. Если прижат, то положительный. Вот я беру 3 градуса, у меня мотор отжался на 3 градуса. Соответственно, изменились углы между валом и килем и так далее. Для того, чтобы контролировать оголение винта, можно задать слишком большой угол. Вот я возьму минус 10 сейчас задам. Вот. И у меня винт, вот я вижу, что диск винта стал выше, чем линия киля. Тут есть соответствующее предупреждение, вот надпись, которая показывает степень погружения винта. Для обычных винтов, которые полного погружения, эта величина не должна быть меньше 100%. Значит, если она оказалась меньше 100%, то необходимо опустить мотор ниже и, следя вот за этой цифрой, смотреть, чтобы она была не меньше 100%. Ну, тут можно более реалистичное значение выбрать угла, это, допустим, минус 3 градуса. Вот. И окончательно подрегулировать расстояние антикавитационной плиты до киля, изменяя высоту шарнира. Ну, допустим, в данном случае минус 42. Тут следует иметь в виду, что из-за того, что есть угол, то расстояние увеличивается. Вот это основные настройки, которые следует делать здесь. То есть чаще всего приходится изменять высоту Z, угол и высоту
и реже всего размеры привода. Итак, когда все сделано, нажимаем «Применить» и «Принять», и оказываемся в следующем диалоге. Параметры расчета. Здесь в первую очередь необходимо выбрать величину полезной загрузки. Значит, если у вас одна полезная загрузка, то вот в этих окошках должна быть одна и та же величина. Ну, допустим, это 120 килограмм. Один человек примерно, плюс небольшое барахло. И если это один человек, то это должна быть вторая цифра такая же. Все, по умолчанию, значит, больше ничего здесь делать не надо. Число точек автоматически определится как 1, шаг будет, соответственно, 0. Но если у вас диапазон загрузок, вы можете просчитать при разных загрузках, то вы должны вторую цифру, это максимальное значение диапазона загрузки, и число точек в пределах этого диапазона, которые вы хотите рассмотреть. Ну, это может быть 5 там, или 10 точек, больше, наверное, вряд ли когда-то понадобится. А меньше 5 она не работает. Значит, 5-10 точек. Следующий важный раздел – это центровка. То есть вы должны задать координаты центра тяжести лодки полностью снаряженной, то есть с загрузкой, с мотором, с топливом и так далее. Все вместе. Если у вас есть такая величина, вы ее каким-то образом на весах там определили, то вы можете всегда ее ввести непосредственно. Но если у вас нет, то и для облегчения есть такая опция – это рассчитать. И здесь мы видим диалог, в котором показан схематический корпус. И вы должны с помощью этого движка задать положение центра тяжести полезной загрузки. То есть, если у вас один человек и больше ничего нет, то где этот человек находится в лодке? Если есть шмурдяк какой-то, как говорится, да, то необходимо прикинуть, где может быть центр тяжести этого барахла, и туда поместить движок. Могут быть самые разные комбинации. Например, если человек сидит в корме, то центр тяжести общий, он смещается в корму. Ну, в среднем, по умолчанию, как говорится, можно принять 40% эту величину. Здесь вы видите уже общий центр тяжести, он сюда показан вам для справки. Нажимаем «Принять» и «Применить», для того, чтобы эти цифры, координаты, общие координаты центра тяжести снаряженного корпуса оказались в этих окошках. Ну и на графике, соответственно, у вас точка центра тяжести, это вот черный крестик в кружочке, он перемещается в эту точку. Если она вас не устраивает, вы считаете, что центр тяжести в другом месте, можно регулировать вручную, выбрав опцию «Заданное». Для справки вы здесь видите всегда водоизмещение текущее и остаток водоизмещения до допустимой загрузки. То есть, ну, тут видно, что на 2/3 допустимого водоизмещения использовано. Ну и параметры воды и воздуха. Здесь они выбраны по умолчанию. Сейчас можете подставить сюда фактические параметры. Нажимаем «Принять» и переходим к следующему диалогу. Это общие дополнительные параметры вычислений. Но здесь в этом диалоге вы видите в этом поле минимальную скорость устойчивого глиссирования для этой лодки. То есть, поскольку симулятор по умолчанию работает главным образом с глиссированием, то меньше этой величины как бы уже данные будут ненадежные, расчетные. Хотя можно выбрать, вот видите, да, вплоть до 10 км в час скорость, но для данного корпуса это будут уже не очень надежные данные. Вот. А начиная там с 29 и дальше это будут более надежные. Но тем не менее, поскольку все-таки симулятор выводит какие-то результаты расчетов для горба сопротивления и ниже, то этой вещью можно пользоваться. И максимальное значение скорости выбирается здесь, это с тем, чтобы
ваша рабочая точка точно попала вот в этот диапазон скорости. Если вы возьмете слишком маленькую скорость, то можете промахнуться, и точка окажется выше, результат не будет засчитан. Если вы возьмете слишком большую скорость, вот как здесь, видите, можно до 120 км взять, то у вас просто будет меньше расчетных точек на весь диапазон, и точность как бы вычислений снижается при этом. Поэтому лучше как бы не слишком далеко уходить по скорости от ожидаемого значения. Ну и число расчетных точек – это, собственно, число рабочих точек в этом диапазоне скорости, для которых будет произведен расчет. Ну, понятно, что чем больше точек, тем вот можно там до 200 точек можно выбрать, тем будет точнее считаться, но считаться будет дольше. Для практических расчетов достаточно 40-50 точек, особенно если у вас много загрузок, будет быстрее считать. Вот. Но выбрав все эти вещи, нажимаем «Принять», и происходит расчет. Вот. Значит, смотрите, что получается. Нет ни одной рабочей точки для винта, для данного винта. Измените параметр расчета или винта. Здесь есть рекомендация увеличить верхнюю границу диапазона поиска скорости. То есть то, что мы задали, там 50 с чем-то километров, оказалось ниже фактической скорости. Следовательно, мы должны вот согласиться с этим, нажать ОК и провести расчет заново. Значит, здесь мы ничего не меняем, оставляем как было. Это в параметрах привода, то есть нажимаем «Применить» и «Принять». Здесь в параметрах расчета тоже ничего не изменилось, поэтому нажимаем «Применить» и «Принять». А вот здесь нам придется изменить расчетный диапазон скорости, поскольку нам рекомендация есть увеличить его, мы увеличим до 84 километров. Нажимаем «Принять» и получаем результат. Значит, сначала у нас было рассчитано сопротивление, и вот для этого винта получилась скорость 120 км, для данной загрузки и данного винта получилась скорость 64,5 км в час, обороты 5 и так далее. Вот. Угол атаки 2 градуса, и угол атаки начала дельфинирования это 3 с чем-то 3,14 градуса. То есть угол атаки меньше угла начала дельфинирования, следовательно, дельфинирования нет. Рабочие точки рассчитаны, и их можно посмотреть. Их можно посмотреть на графиках. Графики рабочие точки. Вот, собственно, можно посмотреть рабочие точки для этого комплекта. Есть на графиках упора сначала, значит, упора и сопротивления. На этом графике мы видим сопротивление корпуса и график эффективного упора. То есть это упор, который создает винт. Точка пересечения этих двух кривых, то есть сопротивление и упора, поскольку действует закон Ньютона третий, эта точка пересечения дает рабочую точку, то есть скорость 60 км в час, 64 там чем-то километров в час. И можно изменить аргумент, это обороты, и здесь мы видим обороты, соответствующие этой рабочей точке. Здесь же на этом графике можно включить пределы оборотов и посмотреть, как рабочая точка лежит относительно допустимых оборотов, рекомендованных оборотов для данного мотора. Значит, здесь она находится примерно в середине, что хорошо. То есть этот винт, он близок к оптимальному. Есть график мощности, где есть буксировочная мощность, приведенная к коленвалу, и мощность двигателя на коленвалу. Значит, тоже пересечение этих двух кривых дает рабочую точку данного винта по оборотам. Ну и тут также можно поставить пределы оборотов и смотреть, где находится точка относительно пределов
рекомендованных. Ну и, наконец, карта. Карта особенно полезна, если у вас много загрузок, и вы видите, как расположены рабочие точки для разных загрузок. А здесь у нас точка 1, 120 кг, и вот для нее рабочая точка, то есть скорость 64,5, там и обороты 5780. Но если в проекте несколько винтов, то вы, соответственно, здесь увидите несколько линий. Закрыть. Ну и еще интересно, это самый, пожалуй, интересный график, это винтовая характеристика или дроссельная характеристика. То есть как будет изменяться параметры движения при изменении газа. Предыдущие, то, что мы видели, графики были для полностью открытого дросселя, а в данном случае мы видим дросселирование, то есть изменение дросселя. Ну, значит, первый график, который тут открывается, это скорость от оборотов. Значит, для управления этим графиком существует диалог вот этот, где можно выбрать вид графика. Здесь это нагрузка двигателя, путевой расход, пробег, скорость, и так далее, вплоть до КПД винта. Для разных загрузок, значит, одна загрузка и разных винтов. У нас один винт. Они здесь показаны. Можно выбрать аргумент, то есть от скорости или от оборотов. В данном случае это от оборотов, а можно выбрать скорость, и будет от скорости. Ну, скорость от скорости – это как бы линия прямая всегда. От оборотов вот таким образом выглядит. Ну и так далее. Значит, нагрузка двигателя. Как у вас будет меняться нагрузка двигателя от оборотов? Не всегда нужно двигаться со скоростью максимальной, а чаще всего двигаются со скоростью ниже максимальной, то есть которую называют крейсером или крейсерской скоростью. Та скорость, которая устраивает владельца. Ну, иногда вот берут 4000, допустим, оборотов. Значит, при 4000 ваш двигатель будет нагружен на 38%. Вот по этому графику. Если вы считаете, что это мало, и следует двигаться при нагрузке, допустим, 50%, то это уже будут обороты 4400, там, 4500. Дальше интересный график путевой расход, то есть сколько топлива тратится на километр. Вот. Ну вот здесь видно, что минимум абсолютный находится при оборотах 2600, 2800 где-то. Он находится сразу за горбом сопротивлений. Аналогичный график – это пробег, то есть сколько километров можно пройти на 1 литре. Ну и так далее. Скольжение, поступь – это чисто расчетные величины. Они могут быть интересны, а могут быть чаще всего они не нужны. Число кавитации тоже не надо. Часовой расход. Сколько литров в час будет тратиться на разные нагрузки двигателя. Значит, вот, пожалуйста, на разных оборотах. Или на скоростях. Вот если взять скорость, да, значит, вы видите, что на выбранной вами оборотах 4000 или 4500, да, расход будет там 15 литров, скажем, тогда как максимальный расход будет 34 литра в час. Ну, из любопытства, это КПД винта, значит, можно посмотреть, где КПД винта максимально. Ну, здесь видно, что он максимальный в районе 4000 оборотов. Вот это основные, как бы, результаты, которые можно получить вот для такого расчета. Давайте теперь усложним задачу и посмотрим, как можно рассчитать рабочие точки для нескольких винтов в проекте и при определенном диапазоне загрузок. Ну, для того, чтобы добавить винты, необходимо зайти в меню «Винт», выбрать «Добавить» и обратиться к нашему фильтру. Допустим, мы хотим добавить винты Suzuki трехлопастные алюминиевые. Значит, мы ищем Suzuki.
Нажимаем «Применить». Ну и для этого мотора это будут следующие винты. 13 3/4 на 19, 21 и 23. Добавить. Мы видим, что они в проекте добавились к первоначальному солусу. Теперь есть нюанс такой. Значит, можно выбрать один винт из этих всех, вот, которые здесь есть. Это меню «Винт выбрать». И тогда расчет будет произведен только для этого винта. Если в этом случае здесь появляется галочка. Вот я выберу сейчас на 23, допустим, выполнить. Вот, появилась галочка, а здесь сообщение о том, что выбран винт Suzuki 13 3/4 23. И таким образом расчет будет сделан для него так, как будто это один винт в проекте. И на графиках будет показан только этот винт везде. Вот. Если отказаться от выбора одного винта из списка, то есть сказать «все», то галочка здесь исчезла, а расчет будет выполнен именно для всех винтов, которые здесь перечислены. Ну, давайте выполним расчет для всех винтов. Это будет расчет рабочих точек. Привод движителя. Ну, привод у нас остается тот же самый, мы ничего не меняем. Я восстановлю те данные, которые были. Нам необходимо теперь только изменить диапазон загрузок. Ну, вот здесь уже есть по умолчанию от 100 до 500. Ну, давайте выберем до 600. До 600 килограмм. И число точек пусть будет 6 с шагом 100. Значит, если меняем число точек, то у нас шаг, соответственно, меняется. Ну, пусть будет через 100 килограмм. Идем в центровку и выбираем центровку 40%. Так же, как было для солуса. Здесь ничего не меняем. Нажимаем кнопку «Применить». Получаем центр тяжести опять в нужном месте. Принять. Здесь опять выбираем 84 километра. Расчетное число точек 40. И принимаем эти изменения. Запускается расчет. Никаких сообщений не получили о том, что нет рабочих точек. То есть мы для всех загрузок попали в диапазон скорости. И результаты смотрим на графиках. Значит, графики отличаются тем, вот смотрим рабочие точки, что графики отличаются тем, что результаты уже показаны для семейств кривых, не для одной кривой, а для, например, вот здесь все загрузки стоят, и мы видим все загрузки. Значит, можно развернуть график и увидеть, какой загрузке соответствует какой цвет. Значит, можно по отдельным загрузкам посмотреть, а можно отдельным загрузкам для отдельных винтов или для всех загрузок для отдельных винтов. То же самое для мощности. Допустим, 23, все загрузки. Можно выделить загрузку, допустим, 600 килограмм. Здесь мы видим результат в цифрах для этого расчета. Ну и самое интересное – это карта. На карте мы видим почти прямые линии,
соответствующие каждому из винтов. Если развернуть, то мы увидим расшифровку по цветам каждого винта. Вот. Можно включить пределы оборотов и посмотреть, как эти винты находятся, как эти рабочие точки находятся относительно рекомендованных границ оборотов. Ну, видим, да, что винт с наибольшим шагом, вот это винт 23, вот он является, считается относительно тяжелым, потому что он находится у нижней рекомендованной границы, а при загрузке 600 кг он выходит за диапазон. Вот. Винт 19, он напротив оказывается легким и смещен ближе к верхней границе рекомендованной. А винты с шагом 21 оказались рядом, ближе к середину диапазона. То есть, видимо, они являются более оптимальными среди всех перечисленных винтов. Опять включим все. И таким образом наглядно видно, какое место, какой винт занимает по оптимальности относительно рекомендованных границ максимальных оборотов. Но то же самое можно сказать и то же самое мы увидим на винтовой характеристике, то есть это, допустим, вот если нагрузка двигателя, то мы видим целое семейство кривых, которые соответствуют отдельным оборотам или отдельным винтам. Это сейчас построено для одного винта и для нескольких загрузок, а можно взять одну загрузку, допустим, 600 кг и все винты. Вот, пожалуйста, по нагрузке двигателя. То же самое для путевого расхода. Можно перебирать загрузки для всех винтов, либо перебирать винты и смотреть все загрузки, либо отдельные винты, отдельные загрузки. Очень вариантов здесь наблюдать очень много. По пробегу. Ну, характерно видно здесь, что если вот взять загрузки, допустим, все загрузки и один винт, что с увеличением загрузки оптимальные обороты по пробегу смещаются в сторону увеличения. То есть, чем больше загрузка, тем более высокие обороты дадут вам экономичный ход. Скорость, путевой расход. Ну, путевой расход, он, в принципе, практически повторяет график нагрузки двигателя. И КПД винта. Значит, вот мы видим для Сузуки 13,3/4 23. Можно взять какую-то одну загрузку, допустим, 600 кг, и все винты. Ну, вот таким образом выглядит. Если по скорости смотреть, то вот так. Если смотреть по скорости, то появляется такая картина, что винты большего шага имеют максимум КПД при более высокой скорости, нежели винты меньшего шага. Вот, если взять винт 19, допустим, то у него максимум скорости получается максимум скорости это 52, оптимум скорости по КПД. 52 км в час. А 23 это 60 с лишним, там, к 65, наверное, ближе будет иметь. Вот такие результаты можно получить. Да, каждый график может быть сохранен. Вот здесь есть кнопочка «Сохранить». Если вы ее нажмете, то вам будет предложено место, куда сохранить и под каким именем. И в целом весь проект вы тоже можете сохранить с тем, чтобы впоследствии уже не создавать его заново каждый раз, а открывать как сохраненный проект. Вот кнопочка «Сохранить как».
И здесь вам предлагается имя по умолчанию. Вы можете его изменить, если хотите. Но, в принципе, здесь указана лодка и мотор. Ну, назовем это тест. Выполнить. Давайте теперь рассмотрим еще одну интересную задачку. Это расчет скорости оборотов для замера из базы данных. То есть, когда мы используем данные замера в качестве данных проекта. Проще всего сделать это следующим образом. Во-первых, нужно открыть базу данных замеров. Идем в меню «Замеры», «Подключить базу данных». Получили сообщение, что база подключена. Теперь следует выбрать интересующий нас замер. Выбрать. Здесь мы видим список. Здесь мы видим список всех замеров, которые существуют в базе данных замеров. Тут их почти 3000 штук. Вот 2809. И эти данные можно фильтровать по корпусу, мотору, винту, источнику и даже дате. Дате занесения в базу. Можно также искать просто по индексу замера. Вот это поле снизу. Давайте поищем замер с номером, с индексом 2555. Искать. Вот он оказался выделен здесь. Значит, мы здесь видим наименование лодки, мотора, загрузки, фамилия и дата. И кратко результаты замера по скорости и оборотам. Нажимаем «Загрузить». Получаем предупреждение о том, что несохраненные данные текущего проекта, то есть если у нас уже открыт какой-то проект, то его данные будут утеряны, если мы проект не сохранили. Но поскольку у нас проект сохранен, мы говорим «Ок». Ну и мы видим, что замер 2555 загружен, это корпус БРИЗ-17, мотор и винт. И дальше расчеты проводятся точно так же, как для произвольно выбранных компонентов проекта. То есть мы идем в расчет, рабочие точки. Если мы хотим, чтобы вот этот расчет был сделан точно по данным замера, то мы ничего не меняем, поскольку все параметры, углы, координаты и так далее, они приходят из замера. И поэтому просто нажимаем «Применить» и «Принять». То же самое в параметрах расчета. Здесь есть загрузка. Естественно, она одно значение, поскольку замер делается для одной загрузки. Вот. Центровка и так далее, все это приходит из замера, в том числе и погодные условия. И поэтому тут надо просто нажать, применить и принять. А в дополнительных параметрах здесь есть некий произвол, поскольку эти пределы по скорости и число расчетных точек может быть выбрано произвольно в данном случае. Но мы вот оставим, как было, 84 километра, и число расчетных точек по скорости 40. Нажимая «Принять», расчет производится, получаются результаты. Они видны здесь, вот в этом текстовом поле. Поскольку никакие данные исходные нами изменены не были, то везде будет фигурировать номер замера 2555. Стоило нам изменить хоть один параметр исходный, как аутентичность этих данных меняется, и эти данные уже не будут привязаны к замеру. Вот результат основной получен здесь, 64,4 и 5777 оборотов.
Теперь, если мы пойдем в графики, допустим, график рабочих точек, то здесь в текстовом поле мы увидим, во-первых, рассчитанные значения скорости оборотов, и, во-вторых, те значения, которые пришли с замером, которые были внесены в замер, то есть тестовые. Мы видим, что расчетная отличается от замеренных совсем на малую величину. То же самое с мощностью. Ну и карта здесь одна точка. Теперь можно пойти еще и в дроссельную, винтовую характеристику, ну и посмотреть эти характеристики для данного замера. Видите, цифра замера, она здесь тоже присутствует. Значит, нагрузка двигателя. То есть можно себе представить, как менялись эти параметры в указанном замере и что было бы, если бы исполнитель замера дросселировал свой двигатель, и мы бы видели, и мы можем себе представить, как бы изменились его параметры в этом случае. Путевой расход, пробег, скорость, скольжение и так далее. Давайте теперь рассмотрим еще одну интересную задачу. Допустим, у нас есть замер, сделанный с каким-то винтом. И мы хотим знать, как поедет лодка с другим винтом, основываясь вот на этом замере. Допустим, мы сделали замер номер 2555. Сейчас мы его откроем, подключаем базу, выбрать 2555, искать. Значит, в этом замере было получено 64 км в час и 5800 обороты. Эти цифры надо запомнить. Давайте загрузим этот проект. Вот, он был с винтом Solos 13875 на 21. И теперь мы хотим знать, как изменится рабочая точка, если мы возьмем винт Suzuki 13,3 на 23. Открываем Suzuki. Применить. 13,3 на 23. Добавить. Теперь у нас в проекте есть два винта. Один винт как бы образцовый, тестовый, а второй винт это расчетный. Теперь необходимо провести расчет сопротивления корпуса. Заходим в расчет сопротивления. Здесь мы параметры тестовые не меняем, они пришли к нам из замера. Здесь тоже все остается, как было. И здесь мы оставляем те же самые 84 километра и число расчетных точек 40. Сопротивление рассчитано. Теперь мы опять заходим в меню «Расчет», и тут появляется пункт «Сравнить винты». Здесь есть два поля, две группы. Это винт 1 и винт 2. Значит, винт 1 это будет винт образцовый, то есть винт, который пришел из замера. Для него была получена скорость. Вот тут мы вспоминаем то, что мы смотрели в замере 64. И обороты были 5800. И винт 2 у нас это винт, интересующий нас Suzuki. Для него эти поля пока пустые, но если мы нажмем кнопочку «Выполнить», то мы получаем искомая скорость и обороты. Таким образом, можно быстро, без специального расчета рабочих точек, определить параметры для второго винта по первому. Но эти данные дублируются и здесь также.
Вот такая простая опция для быстрого ответа на вопрос, что будет, если у вас уже есть какой-то замер. Что будет с новым винтом, если у вас есть какой-то замер. С помощью этого симулятора может быть решена еще одна интересная задача. Это глобальная оптимизация винта. То есть, допустим, у вас есть комплект, лодка и мотор, и вы хотите знать, какой винт вообще в природе существующий может обеспечить максимальную скорость для этого комплекта. В принципе, можно было бы решать эту задачу просто перебором параметров винта, диаметра шага и других, с тем, чтобы получить результат. Но здесь эта задача решается еще проще. Поскольку есть база винтов, то мы можем просто перебирать винты и потом результаты по скорости отранжировать, выстроить результаты по скорости и таким образом определить винты, которые обеспечивают максимальную скорость. Вот, допустим, у нас есть открытый проект для лодки Бриз-17 с мотором Suzuki DF90. На винты мы не обращаем внимания сейчас, а просто заходим в меню «Расчет» и выбираем пункт «Оптимальный винт». Здесь есть опция выбора эксплуатационных оборотов, то есть какие нас обороты больше интересуют, максимальные или, скажем так, крейсерские. Выбираем номинальные, то есть по максимуму считаем. Параметры движителя оставляем такими, какие они есть. Диапазон полезной загрузки, тут задачка может быть решена, значит, как для одной загрузки, так и для диапазона. То есть скорость во втором случае находится для средней загрузки. Ну, мы выберем для условий налегке, что называется, то есть для 120 килограмм. Эти параметры оставляем такими же и принимаем. В результате подбора формируется выводной файл opt-props.txt. В этом файле есть условия расчета, коротко, а также результаты для остальных винтов, алюминий и прочих. Аналогично здесь в текстовом поле выводятся результаты этой таблицы для первых 10 строчек, то есть топ-10 как бы. Ну и мы видим, что, значит, если бы мы поставили, у нас в замере было 64, да, то здесь в лучшем случае с каким-то вот Mercury 13,1/4 на 25 пятилопастным мы получили бы 69 километров, а с алюминием мы бы получили 70 километров, если вы поставили винт Yamaha 13/25. Ну, естественно, что эти результаты, они не учитывают присоединительных размеров, они считают только по геометрии и по материалу, и поэтому к ним надо осторожно подходить, то есть из них еще надо выбирать те, которые подойдут по фактическим параметрам. Ну вот, например, здесь только 7-е место я вижу винт Suzuki 13,1/4 на 22. Вот, он бы дал 2 километра в плюс по сравнению с тем, что достигнуто на испытанных винтах. Ну, винты типа Solus 13/21 и так далее тоже дают здесь 2 с лишним километра в час плюс. Вот таким образом решается эта задачка. То есть все данные находятся в файле optiprops.txt, который лежит в корне этого приложения. Следующая задача, которую нам стоит рассмотреть, это оптимизация подвеса двигателя.
Откроем ранее сохраненный проект. Он назывался тест BRIS-17. Вот он. Вот. Выберем винт. Тут должен быть один винт. Solos. Теперь мы, выбрав винт, зададим заведомо неправильный монтаж мотора и посмотрим результат, который при этом получается. Расчет, рабочие точки. Вот, допустим, мы берем и задаем угол 0 градусов, а высоту установки мотора такую, что плита оказывается намного ниже киля. То есть вот в данный момент это заглубление 300 с лишним миллиметров. Но ясно, что это не оптимальный монтаж. Говорим применить. Расчет проведем для 120 килограмм. Центровку оставляем правильно. Здесь тоже ничего не меняем. Принять. Расчетные параметры оставляем такими, какие они есть. Вот. Таким образом, вот с такой неоптимальной центровкой мы получили скорость 59,9 км в час, обороты 5528. Теперь мы хотим запустить оптимизацию монтажа. Выбираем пункт «Оптимальный монтаж». Это мы все оставляем, как оно есть, то есть вот такой вот неправильный монтаж. Здесь мы тоже ничего не меняем. Здесь в параметрах расчета ничего не меняем. Теперь у нас есть вот возможность выбора, что, собственно, мы будем оптимизировать. Угол наклона вала или высоту установки привода. Или то и другое. Мы выбираем то и другое. И угол наклона вала, и высоту установки привода. Принять. Ну, запустилась оптимизация автоматическая. Это может занять несколько минут. По ходу дела здесь появляется график целевой функции, которая в процессе оптимизации должна стремиться к минимуму. Вот результат получен. То есть оптимальный угол наклона вала минус 8,5 градусов, оптимальная Z-шарнира 392 миллиметра. Можно посмотреть на графике, как выглядит новый монтаж. И можно провести расчет с новым монтажом. Расчет рабочих точек. Принять. Вот, в результате получилось 64,6 км в час против 59,9, как было до оптимизации. И обороты 5790.
против 5,528. То есть налицо увеличение скорости при сохранении условий дельфинирования.